Глава 106. Посмотрим, кто более безжалостный. Целью уровня совершенного тела было следующее — соединить меридианы, позволяя духовной энергии войти в тело и создать в нем энергетические резервы. Этот уровень был основополагающим. Уровень пробужденной души был первым шагом к истинной культивации. Культиваторы 9-го уровня совершенного тела могли призвать духовный источник, но он оставался спящим. Они могли пробудить его, лишь достигнув уровня пробужденной души. Когда духовный источник пробудился, не было никого, способного вызвать подобное явление. Как только демонический бог открыл глаза, небо и земля изменились. В этот невероятно короткий промежуток времени наружу вырвалось ужасное давление, выплеснув дикий страх, испугав волков. Волки, которыми семья Е так гордилась, не выдержали одной единственной атаки. Чутянь. Еуда обезумел от гнева. Чутянь посмотрел на семью Е, захваченную хаосом, и засмеялся. Ха! И насколько сильны наемники семьи Е? Всего лишь кучка хулиганов. Сражение еще не началось, а они уже разбежались. Будучи главой семьи Е, ты не только потерял сына, но и расслабил своих подчиненных. Это действительно дается тебе трудно. Ты зашел слишком далеко, Чутянь. Слишком далеко. Холодно фыркнул Чутянь и прокричал. Есюн находится в городе Южного Неба уже 10 лет, он был неимоверно заносчивым и убил бесчисленное множество людей. Почему ты не считаешь, что он зашел слишком далеко? Отброс семьи Е, не зная своей истинной силы, прибыл в город Южного Неба, чтобы устроить неприятности. Почему ты не считаешь, что он зашел слишком далеко? Ты, старый пес, без колебаний поднимаешь армию и нападаешь на невинный город. Почему ты не думаешь, что ты зашел слишком далеко? Чутянь, всему виной твой отец. Если ты достаточно силен, то выходи ко мне. На что ты способен, раз так обвиняешь других? Так действуют некомпетентные люди. Чутянь подошел к Етянлану и щелкнул пальцами. Сюн Тяньянь разбудил его, откатив его водой из ведра. Етянлан испуганно оглядывался. «Отец! Скорее, спаси меня!» Еуда сжал кулаки и взревел. «Прекрасно! Я даю тебе еще один шанс. Немедленно отпусти Тянлана. Сегодня я отниму лишь твою жалкую жизнь. Остальные не будут в этом замешаны. Иначе наемники Волчьего Клыка немедленно начнут убивать всех жителей города. Ха-ха-ха. Не тебе это решать». Чутянь достал длинный кнут. «Твоя семья ей действительно не знает, как воспитывать отпрысков, а ты не смог правильно воспитать сына. В таком случае его должен проучить я». Еудая переполняла жажда убийства, он крикнул: «Как ты посмел?» Чутянь крикнул: «Старина Сюн, сними с него штаны». Етянлан сердито кричал, боясь позора: «Нет». Сюн Тяньянь не стал тратить время и стянул с него штаны. 10 тысяч наемников Волчьего Клыка увидели его гладкий зад. Чутянь вложил в первый удар всю свою силу, кнут рассек кожу. Кто говорил тебе не считать никого за людей? Кто говорил тебе быть таким высокомерным? Кто говорил тебе присылать войско, чтобы истребить город? Чутянь размахивал кнутом. Он ударил Етянлана 10 раз, и его кожа покрылась кровью. Сумасшедший, этот малый и правда сумасшедший, это были печально известные наемники Волчьего Клыка, это был печально известный молодой мастер Небесного Волка, и это просто сводило семью Е с ума, он просто порол Етянлана, он порол всю семью Е. Напасть на город. Немедленно напасть на город. Сердито взревел Еуда, потеряв рассудок. Не оставляйте в живых никого. Убейте всех. Можешь попытаться. Холодно улыбнулся Чутянь, вынимая из-за спины адский меч. Он прислонил его лезвие к шее Етянлана. «Если хоть кто-то посмеет сделать шаг вперед, я отрежу этой псине голову». «Как ты посмел?» «А мне нельзя. Я уже ничего не могу с этим поделать». Еуда сплюнул щедрый глоток крови. Чутянь громко рассмеялся и сказал: «Если город разрушат, я в любом случае умру. В таком случае, чего бояться? Раз ты, Еуда, посмел играть со мной, то и я сыграю с тобой. Я смерти не боюсь». Замолчав, Чутянь высоко поднял свой длинный меч. Испугавшись, Еуда сердито взревел: «Стой!» Сверкающее лезвие рухнуло, Етянлан жалобно закричал: «Моя рука! Моя рука!» На землю упала отрубленная рука, Еуда рванулся к отрубленной руке сына и поднял ее. Увидев, как хлещет кровь, он быстро влил свою духовную энергию, чтобы поддержать жизнеспособность отрезанной руки, культиватор-боец. Чем грозит ему потеря руки, Етянлан и Еуда не могли смириться с такой потерей.
С такой потерей не могла смириться вся семья Е. Чутянь указал адским мечом на Е Тянлана и сказал: «Даю тебе 5 секунд, чтобы вывести войска». Е Тянлан закричал: «Это невозможно. Каждую секунду я буду отрезать конечность. Когда он лишится всех конечностей, я лишу его способности культиватора, а затем убью. У тебя лишь один сын, Еуда. Если не хочешь потерять наследника, то забирай из города Южного Неба своих собак». 5. 4. Е Тянлан жалобно закричал, ему отрубили другую руку. Его крик разнесся по городским стенам. Жестокий, кровожадный, беспощадный и безжалостный. Это был самый настоящий маньяк, сердце Еуда замерло. Все эти годы ему не встречались настолько безумные люди. Чутянь действительно мог убить Е Тянлана. Отступать. Всем отступать. Взревел Еуда, как зверь, наемники сделали это с неохотой, но другого выбора не было. Молодой мастер был в руках врага, а враг был безумцем, которого не беспокоила даже собственная жизнь. Наемники ушли на километр, оставив Еуда одного. Чутянь рассмеялся: «А ты начал слушаться». Еуда глубоко вздохнул и успокоился. Его взгляд был зловещим, словно у волка. «Чутянь, я признаю, что недооценил тебя. Но ты думаешь, что выиграл, удерживая в заложниках моего сына. Это принесет вред всему городу. Неужели у тебя нет совести?» Еуда пытался применить психологический подход. Он видел, что Чутянь был человеком с высокими принципами. Человеком, который отвечал за свои действия, не привлекая посторонних. Еуда холодно сказал: «Не стоит убивать моего сына. У семьи Е бесчисленное количество сыновей. Можешь ли ты убить их всех? Как только ты убьешь моего сына, я начну убивать жителей города. Ничего не останется. В худшем случае семья Е просто покинет страну Южного Лета. Чутянь, ты должен внимательно все обдумать. Хочешь, чтобы вместе с тобой похоронили весь город?» Наньгуны, Сюнбин и остальные покрылись потом. Оба противника были неудержимыми. Теперь, когда все зашло так далеко, они понятия не имели, как это исправить. Чутянь не позволит Е Тянлану уйти, а Еуда не отступит. Неважно, что произойдет сегодня, это будет бой насмерть. Еуда холодно сказал: «Немедленно отпусти его. Я убью лишь тебя, и это моя последняя уступка. Если будет спорить и дальше, я уничтожу весь город и откажусь от своего сына». Если Еуда действительно откажется от сына, то и правда прикажет уничтожить весь город. Чутянь знал, что Е Тянлан был единственным сыном Еуда. Для Еуда Е Тянлан был важнее миллиона простолюдинов. Вырезать город, если семья Е действительно уничтожит город, им нельзя будет оставаться в стране. Они потеряют фундамент, который выстраивали на протяжении многих лет, и им придется покинуть страну Южного Лета, чтобы найти другое место. Эта ситуация была проигрышной для обоих. Еуда много лет управлял семьей Е, он не стал бы этого делать. Чутянь медленно поднял адский меч, лезвие покрылось синим светом. Он медленно произнес: «Давай проверим». Чутянь замахнулся, лезвие приближалось к шее Е Тянлана. Еуда стиснул зубы, его зрачки сжались. Скверно, очень скверно. На обучение Е Тянлана ушли все ресурсы семьи Е, он не мог умереть прямо сейчас. Иначе семья Е понесет огромные потери. К черту это все, он больше не мог сдерживаться. Даже если он не сможет убить Чутяня, он все равно должен спасти Е Тянлана. Губы Чутяня изогнулись в холодной улыбке. Он знал, что ему не дадут убить Е Тянлана. Инициатива была в руках Чутяня. Он мог выдвинуть любые условия, и Еуда не отказался, даже услышав самую возмутительную цену. Но вдруг поднялся ветер, и разошлись облака. «Убери меч». Из-под облаков вырвалась невероятно страшная аура, которая мгновенно заблокировала Чутяня. На него словно упала скала, а рука с мечом не двигалась, Наньгунный помрачнел. Такая страшная аура. Откуда она взялась? В воздухе показалась человеческая фигура. Его ноги опирались на смерч, а сам он был одет в простые голубые одежды. Он выглядел элегантно, а длинные волосы были седыми. Ему было 30-40 лет, но на самом деле он был намного старше. Элегантный, потусторонний, словно бессмертное существо. Эта сильная аура заставляла всех дрожать. Маркиз Божественного Ветра. Закричали люди в городе, офицеры на городских стенах и даже наемники семьи Е. Увидев его, они сразу же преклонили колени и почтительно кричали: «Приветствуем вас, Маркиз Божественного Ветра». Наньгун и Еуда тоже поклонились. Маркиз Божественного Ветра медленно опустился на землю. Задержав на Чутяне долгий взгляд, он приземлился рядом с Еуда. Еуда,
ты привел войска, чтобы уничтожить город, ты действительно высокомерный, хотя его голос был слабых, он разгонял облака, в нем было давление неба и земли. На лбу Еуда выступил холодный пот. Несмотря на то, что он был довольно известен, он не мог скрыть дрожь в руках. Это было мимолетное решение. «Маркиз Божественного Ветра, прошу вас, покарайте меня за это». Маркиз Божественного Ветра легко сказал: «Это было ради спасения твоего сына, так что на этот раз можно и забыть». Маркиз Божественного Ветра уставился на Чутеня, в его взгляде мелькнуло восхищение. Человек, который мог не дрожать от его давления, определенно был непростым. Таким он и представлял этого юношу. Маркиз Божественного Ветра слабо улыбнулся. Какая храбрость! Кажется, в центральном государстве появился еще один устрашающий человек. В словаре Чутеня не было слова «страх». Чутянь не знал, враг это или союзник, поэтому просто нахмурил брови и спросил: «Кто ты?» Наньгун и Мэн Цин забеспокоились. Этот теленок не боялся тигра, никто в центральном государстве не смел так говорить с маркизом Божественного Ветра. Фэн Юньтянь, похоже, маркиз Божественного Ветра не возражал. «А тебя как зовут?» Все потрясенно приоткрыли рты. Маркиз Божественного Ветра назвал этому юноше свое имя. Чутянь ответил: «Чутянь». «Хорошо, Чутянь. Я запомню тебя». Фэн Юньтянь посмотрел на Етянлана и сказал: «Давайте покончим с этим инцидентом. Почему бы вам не помочь мне совсем немного и не примириться?» Чутянь спросил: «Как мы можем примириться?» «Мы все учтем», — сказал Фэн Юньтянь. «Если ты отпустишь Етянлана, я не позволю никому из семей Е, Чу и Ло появляться в городе Южного Неба. Тебе достаточно этого». Чутянь был настроен немного скептически. «Неужели они послушаются вас?» Фэн Юньтянь уверенно улыбнулся и сказал: «По крайней мере, они мне помогут». «Что ты скажешь, Еуда?» Ненависть, безумная ненависть, но Еуда мог лишь вытерпеть это, поэтому сказал: «Поскольку посредником выступаем сам маркиз Божественного Ветра, мне больше нечего сказать. Если они отпустят Етянлана». Чутянь на несколько секунд задумался. Он не очень понимал, кто же такой маркиз Божественного Ветра. У этого человека был мощный фундамент, раз даже Наньгун и встал перед ним на колени, а это значило, что у него был не самый обычный статус. Этот человек был отличным гарантом. «Хорошо. Я отпущу его». Стоило ему заговорить, Фэн Юньтянь выпустила из правой руки торнадо, которая подняла Етянлана и поставила его возле Еуда. Слишком быстро Чутянь был поражен. Этот Фэн Юньтянь действительно был силен, он смог спасти человека, которого Чутянь взял в заложники. Если так называемое примирение было ему на руку. Зачем он это делал? Теперь вопрос решен. Надеюсь, вы оба справитесь с этим. Фигура Фэн Юньтяня вспыхнула и мгновенно исчезла в небе. Он неожиданно появился и неожиданно исчез, словно его здесь никогда не было. Чутянь, живи остаток жизни в городе Южного Неба. Держа покалеченного сына, Еуда с горечью смотрел на Чутяня и кричал: «Возвращаемся в центральное государство». Наемники Волчьего Клыка напоминали прилив, покидающий город Южного Неба. Наконец-то этот разрушительный конфликт подошел к концу. Глава 107. Кража товара. Поскольку у Еуда не было возможности продолжать игру, этот шокирующий инцидент наконец-то подошел к концу. Кроме того, Наньгун не прорвался на 4-й уровень пробужденной души, и теперь его легко можно было выдвинуть на должность старейшины семьи Наньгун. Благодаря гарантиям Наньгун и Чутянь, Мэн Ин и Мэн Цин могли стать официальными гостями семьи Наньгун. С этого момента они официально будут находиться под защитой семьи Наньгну и будут в относительной безопасности. Наньгун считал, что Чутяню действительно слишком везет. Во всем центральном государстве есть лишь один человек, который может бросаться такими оскорблениями и выходить сухим из воды, и это именно этот мальчишка. Чутянь немного беспокоился. «Еуда ненавидит меня до глубины души. Откуда вы знаете, что он не вернется отомстить?» Вероятно, у него 5-й или 6-й уровень пробужденной души. Если он действительно захочет нанести ответный удар, статуса официального гостя семьи Наньгун мне будет недостаточно. Чутянь хотел заполучить статус официального гостя лишь из-за того, что он убил Есюна. Есюн был самым обычным старейшиной с ничтожными достижениями. Его смерть лишь рассердила семью Е, но если им придется затронуть еще и семью Наньгун, то семье Е придется пересмотреть свое решение. Нынешняя ситуация была совсем другой. Чутянь взял в плен молодого мастера Небесного Волка и безжалостно унизил его, заставив Еуда потерять репутацию.
Неужели этот дикий и властный человек вытерпит подобное? Наньгун и уверенно сказал: если в дело вступает сам маркиз Божественного Ветра, неважно, как сильно тебя ненавидит Еудаа, он все равно ничего не сможет с тобой сделать. Можешь не беспокоиться об этом. Кто такой этот маркиз Божественного Ветра? Ты из центрального государства, но не знаешь о маркизе Божественного Ветра. Наньгун и говорил о нем с восхищением в глазах. Маркиз Божественного Ветра Фэн Юнь-Тянь — один из героев страны Южного Лета. В его прошлом значительные военные заслуги, а титул маркиза Божественного Ветра он получил, став одним из 8 маркизов страны Южного Лета. В стране Южного Лета 8 маркизов. Ты должен понимать, что это значит. Наньгун и уставился на Чутеня и сказал: в стране Южного Лета 8 государств. Они принадлежат 8 маркизам, которые управляют ими. Центральное государство — это территория, отведенная маркизу Божественного Ветра. Чутянь был потрясен. Он управляет центральным государством. Не совсем так. Его характер таков, что он не любит сражаться за власть, поэтому он просто живет. Поэтому он отдал власть, решив жить в уединении. Но никто в центральном государстве не смеет пойти против маркиза Божественного Ветра и его репутации. 8 маркизов страны Южного Лета. Маркиз Божественного Ветра был одним из них. Фэн Юнь-Тянь со своей репутацией был первостепенной личностью в стране Южного Лета. Чутянь причинил всем столько хлопот, что пришлось вмешаться даже маркизу Божественного Ветра. Неудивительно, что Еудаа тут же отозвал войска и даже думать перестал о разрушении города. Потому что маркиз Божественного Ветра обладал властью и самым мощным фундаментом во всем центральном государстве. Презирать маркиза Божественного Ветра — это смерти подобно. Обычно никто не знал, где находится маркиз Божественного Ветра, а его настоящее лицо видели лишь несколько человек. Он был легендой центрального государства. На этот раз он показался на публике, чтобы выступить посредником Чутеня. Как это могло не сбить людей с толку? Раз Еудаа уже дал обещание, то он точно не рискнет оскорблять маркиза Божественного Ветра. Теперь даже семье Чу и семье Лон нужно было вести себя осторожнее. А чем ему нужно было беспокоиться, если он почти стал официальным гостем семьи Наньгун, а защищал его маркиз Божественного Ветра? По крайней мере, семьи не так скоро сделают свой ход, известность Чутеня достигла нового уровня. Чутянь на глазах у всех наемников Волчьего Клыка взял в заложники молодого мастера Небесного Волка. Эта безжалостная сцена запечатлелась в их сердцах. Вы можете вывести из себя короля ада, но не выводите из себя Чутеня. Когда Чутянь вернулся домой, к нему потекли посланники больших и малых семей города Южного Неба. Семья Ду передает поздравительный подарок. Семья Ли передает поздравительный подарок. Общество Темной Лошади передает поздравительный подарок. Наемники Свирепого Тигра передают поздравительный подарок. На него, словно снег, сыпались всевозможные подарки. Сестры Мэн были заняты делами. Торговое чудо появилось из ниоткуда. Всего за месяц они приобрели большое влияние. Они стали столпом города Южного Неба. Когда Мэн Цин усмотрела на эту гору подарков, ей казалось, что она спит. Месяц назад компания Южного Облака была одна, безо всякой помощи. Без влияния и покровителей они могли лишь осторожничать, не оскорбляя другие семьи или компании. Прошел месяц, и сестры претерпели великолепное преображение, превратившись в культиваторов пробужденной души, которых уважают десятки тысяч человек. Всем, кто прежде выступал против компании Южного Облака, теперь не оставалось ничего, кроме как приносить подарки и бросаться комплиментами. Они желали преклонить перед сестрами колени, торговое чудо стало сильным. Компания Южного Облака стала сильной. Никто в городе Южного Неба не смел смотреть на сестер свысока. Чутянь, уже вернувшись домой, повторил слова Наньгун и. Мэн Цин ничуть не удивилась, потому что уже знала о маркизе Божественного Ветра. Он был своего рода божеством. В центральном государстве не было никого, кто посмел бы пойти против него, даже жестокий Еудаа не посмел бы это сделать. Мэн Цинь наконец смогла расслабиться и приготовилась расширять компанию. Мы изготовили 50 тысяч электрических ламп, и сейчас они хранятся на складе. 80% товара — обычные лампы, а остальное — большие лампы, переносные лампы. Теперь настало время продать эти лампы жителям Южного Неба. Какое-то время они готовились. Фабрики работали каждый день. Торговое чудо уже начало предварительную подготовку товаров, они были абсолютно готовы начать бизнес. Вопросы такого рода не волновали Чутеня. Сейчас он думал лишь о траве пустоты от Тянь Чэнь Коммерс. Пока она в пути, Чутянь может практиковать призрачное пламя ада. Богатство можно заполучить в любую минуту. Основа безопасной жизни — сила. Чутянь не мог успокоиться, хотя в это вмешался маркиз Божественного Ветра. Разве Еудаа, пообещав не впутываться в неприятности, не может подготовить зловещий заговор? Электрические лампы принесут большую прибыль, а рынок очень большой.
В них будут заинтересованы не только культиваторы, их захотят купить даже обычные люди. Это не только принесет прибыль, но и повысит репутацию торгового чуда, сказал Чутянь. Я научу тебя, как создавать источники энергии. Что касается продажи ламп, то оставляю это тебе. Технологию изготовления источника энергии нужно было хранить в секрете. Несмотря на то, что торговое чудо тайно добывало кристаллическую нефть, они до сих пор не раскрыли секрет источника энергии. Духовным источником Мэн Цин была небесная книга, так что она могла быстро учиться. После того, как Чутянь быстро объяснил ей, Мэн Цин создала целый ряд источников энергии первого уровня. Мэн Цин гордо сказала: «Расслабься, я буду охранять этот массив, производящий батареи». «Председатель! Председатель!» Быстро вбежал стражник. Во дворе 2 человека, они сказали, что они из Тянь-Чэнь Коммерс. Чутянь был счастлив. Наконец-то случилось то, чего он ожидал. Чутянь стремительно выскочил им навстречу. Кто мог предугадать, что, увидев их, Чутянь удивленно на них уставится? Чутянь узнал человека, стоящего в центре. Неужели это был Цзинху? Чутянь быстро спросил: «Что с вами случилось?» Войдя в город, Цзинху узнал обо всем, что сделал Чутянь. Теперь он знал, насколько Чутянь ужасен. Цзинху рухнул на колени и с печальным лицом пополз к Чутяню. «Председатель Чу, пожалуйста, простите нас. Мы тайно вывезли товар из центрального государства, но по дороге на нас напали разбойники, которые украли весь товар». «Что?» Чутянь так разозлился, что искривил губы. «Вы потеряли товар? Разве я не велел тебе делать это тайно?» Цзинху продолжал извиняться. «Мы действительно сделали это украдкой, никто не знал, что мы доставляем товар торговому чуду. Мы встретили разбойников по дороге. Это было просто совпадение. Думаешь, я такой глупый? Как несколько разбойников могли украсть товар Тянь-Чэнь Коммерс?» И дело было не в Чутяне. В это бы никто не поверил. Товар сопровождал сам Цзинху, который был культиватором пробужденной души. Неважно, куда отправлялся культиватор пробужденной души, разбойники держались бы в стороне. А теперь несколько разбойников ограбили Тянь-Чэнь Коммерс. Если бы разбойники были такими сильными, то центральное государство охватил бы хаос. Чутянь, не нервничай. Сначала детали. Мэн Цину понимала, что Цзинху — честный человек. Потеря товара вызвала у нее беспокойство, потому что в составе крупной партии была не только трава пустоты, необходимая Чутяню, но и материал, необходимый торговому чуду, например, демонические насекомые для таблеток очищения ци. Они могут понести огромные потери. Цзинху тщательно описал события. Всю дорогу с караваном Тянь-Чэнь Коммерс ничего не случалось, но стоило им подойти к небольшому желтому каменному городу, сразу же появился отряд свирепых бандитов и украл весь товар. Цзинху отбивался, пытаясь убить их всех, но кто мог подумать, что они окажутся сильнее, чем он мог представить? Командир разбойников был очень силен, он достиг как минимум 2-го уровня пробужденной души. Более того, он практикует неизвестное злое искусство, которое делает его еще сильнее. Я не смог победить его, поэтому мне пришлось отказаться от товара и бежать в город Южного неба с новостями. Могут ли бандиты быть такими сильными? Если они такие сильные, почему они до сих пор занимаются грабежами? Одной детали Чутянь уделил особое внимание. Ты сказал, что он практиковал злое искусство. Каким же оно было? У Цзинху было испуганное выражение лица. Я не знаю, что это было за искусство. Никогда раньше я с таким не сталкивался. Не думаю, что эта техника популярна в центральном государстве, но она была очень мощной, происхождение этих бандитов было непростым. Чутянь не знал всех подробностей, поэтому не мог сказать, имеют ли они отношение к одной из 4 семей. Мэн Цин спросила Чутяня: «Что ты думаешь?» Чутянь покачал головой. Трудно сказать. Я должен разобраться сам. Мэн Цин была немного обеспокоена. Она сказала: «Не слишком ли опасно покидать город Южного неба именно сейчас? Вдруг это ловушка?» Маловероятно. Не совпадает время, но сейчас твое положение очень хрупкое. Успокойся, я оставлю трупы инь в городе. Я воспользуюсь прежним методом, так что меня никто не узнает. Эта партия товара была для Чутяня гораздо важнее, чем Мэн Цин могла представить. Чутяню придется сменить облик и разузнать все обстоятельства. Глава 108. Разбойничий лагерь Черного ветра. Желтый каменный город находился под юрисдикцией центрального города, но был окружен скалами. Перевозить грузы было тяжело, а ресурсов не хватало, поэтому желтый каменный город был намного беднее города Южного неба. Здесь было крайне мало семей, компаний, культиваторов и даже людей. Таким было первое впечатление о желтом каменном городе. Прибыв в желтый каменный город, Чутянь еще сильнее запутался.
Этот город был заброшенным. Откуда в нем могли взяться такие сильные бандиты? Чутянь был одет, как путешественник. На нем была пепельно-серая мантия, а на голове сидела изодранная бамбуковая шляпа. В обычных ножнах на спине лежал древний меч. Он снова принял обличие Луженя. На этот раз Чутянь внес некоторые изменения. На этот раз у него была куцая рыжая борода, а кожа стала темно-желтой, что делало его похожим на обезьяну. На вид ему было 24 или 25 лет. Итак, с чего же начать расследование? Из складок одежды выскочил белый лисенок. Его блестящие глаза осматривали окружающее пространство, а затем он указал куда-то лапой. Возле доски объявлений стояли несколько солдат, а вокруг скопилось немало жителей, которые с любопытством пытались выяснить, что произошло. Офицер громко кричал: «Последние новости! Последние новости!» Дворец мэра объявил о крайне опасной миссии, срочно разыскиваются культиваторы пробужденной души. Награда — 300 тысяч золотых монет. Толпа не могла не издать тревожное восклицание. Миссия стоит 300 тысяч золотых монет, эта сумма была бы крупной даже в городе Южного Неба, не говоря уж об экономически неразвитом желтом каменном городе. Раз мэр города платил столько денег, миссия явно была серьезной. Возле горной крепости Черного Ветра появился отряд бандитов, который ограбил уже немало купеческих караванов. Мы отправили на разведку нескольких экспертов, но ни один не вернулся живым. Кажется, терпение мэра лопнуло, и он собирается отправить культиваторов пробужденной души. Это слишком серьезный шаг. Разве это немного? Эти бандиты уже разграбили почти все. Если мэр сможет вернуть горную крепость Черного Ветра, он заработает совсем немного. Там были оружие, культивационные техники и сокровища. Желтый каменный город слишком мал, и здесь есть лишь несколько культиваторов пробужденной души. Разве они готовы сделать это? Возможно. Раз огласили такую цену, они могут и пойти. Пока жители обсуждали эту новость, Чутянь отправился прямо во дворец мэра. Будучи культиватором пробужденной души, он мог попроситься в миссию. Мэру желтого каменного города Яню Яну было около 50 лет, но на самом деле ему было под 70. У него была шаткая осанка и седые волосы, а в руке он держал длинную трость. Он сидел один в огромном запылившемся зале. Старый, уродливый, низкого роста. Очевидно, желтый каменный город переживал не лучшие времена. Яню Ян дважды кашлянул, а затем глухо зашипел, оборвав Чутяня, который уже собирался заговорить. «Как тебя зовут?» Чутянь сложил руки и сказал: «Меня зовут Лужень. Я культиватор первого уровня пробужденной души. Господин мэр, я пришел присоединиться к миссии по борьбе с бандитами». Узкие глаза Янь Уяна смотрели на Чутяня, пытаясь рассмотреть его. Каждый культиватор пробужденной души широко известен, но почему я раньше о тебе не слышал? Чутянь ответил: под управлением центрального государства несколько городов вы явно не можете знать всех. У меня не так много славы, поэтому неудивительно, что вы никогда прежде обо мне не слышали. Янь Уян холодно сказал: таким оправданием меня не обмануть. Это очень важная миссия, так что в ней нельзя участвовать людям с сомнительным происхождением. Кто знает, вдруг ты шпион, которого прислали из горной крепости Черного Ветра. Я культивирую в горах, поэтому редко появляюсь на людях. Я только что прорвался на уровень пробужденной души, поэтому хочу получить опыт. Чутянь достал жетон. Некоторое время я работал во дворце мэра города Южного Неба. Вот доказательство, печать мэра. Это был жетон, который Чутянь выдал Наньгун И. Янь Уян осмотрел его еще несколько раз и, наконец, расслабился. Ты работал у мэра Наньгуна. Могу я узнать, как ты с ним связан? Когда я работал у мэра Наньгуна, я был на 9-м уровне совершенного тела. Они не обращали на меня внимания, поэтому я никогда не разговаривал с мэром Наньгуном. Кто твой учитель? У тебя есть родственники. Чего хотел этот старик? Разве этих вопросов недостаточно? Мой учитель и моя семья мертвы. Мне нравится быть свободным, поэтому у меня нет близких друзей. Отлично. Я рассмотрю твою кандидатуру. Янь Уян мягко хлопнул в ладоши. Пришла служанка с подносом. На подносе лежала куча блестящих золотых карточек. Это 150 тысяч золотых монет, считай их предоплатой. Оставшуюся часть денег я выплачу после миссии. Если сможет уничтожить всех бандитов одним махом, я награжу тебя дополнительно. Чутяня не волновали золотые монеты, он беспокоился лишь о товарах торгового чуда. Когда мы начинаем? Сегодня вечером. Сначала ты должен встретиться с другими культиваторами пробужденной души, которых мы наняли. Чутянь встретился с другими экспертами пробужденной души. Янь Уян был непростым человеком. Желтый каменный город пустовал, но здесь было больше 10 культиваторов пробужденной души.
Большинство из них, как и Чутянь, лишь недавно прорвались на этот уровень, поэтому их силы пока не раскрылись окончательно. Самыми сильными были 4 человека — Янь Цзюнь, Линь Му, Фан Хань и Хуан Хао Хань. Янь Цзюнь был родственником мэра и генералом Желтого каменного города. Сейчас он был на 2-м уровне пробужденной души. Другие трое прибыли из недавно созданного отряда наемников Центрального государства. Их отряд только образовался, поэтому им нужны были деньги. Награда за миссию была очень высокой, поэтому они решили присоединиться. Всем троим было младше 30, и их можно было считать молодыми талантами. Линь Му и Фан Хань находились на 2-м уровне пробужденной души. Хуан Хао Хань был лишь на 1-м уровне. Что касается остальных культиваторов пробужденной души, то они были одиночками, как Чутянь. Чутянь ничем не отличался от них, поэтому никто не обращал на него внимания. Отряд, состоящий исключительно из культиваторов пробужденной души, он не мог быть слабым, но это означало, что и бандиты не лыком шиты. Янь Юян сел на трон и серьезно сказал Янь Цзюню: «Я хочу, чтобы вы напали на бандитов. Сначала разрушите горную крепость Черного ветра, а затем, когда выпадет момент, убейте их лидера. Как только вы сделаете свой ход, в дело вступят войска мэра. Как только лидер бандитов умрет, войска немедленно вступят в дело». Янь Цзюнь сложил ладони и сказал: «Слушаюсь». Все получили свиток с секретной информацией. Там было описание местности, количество врагов и их силы. Вам все понятно? Да. Помните, бандиты сильны, и их очень много. Будьте осторожны и не попадитесь в ловушку, иначе вас захватят. Янь Уян медленно встал. Его маленькое тело несколько раз качнулось, и он кашлянул. Будьте предельно осторожны. Теперь идите. Есть. Есть, господин мэр. Они уверенно покинули дворец мэра. Чутянь шел сзади. В это время из его одежды выглянул лисенок. Он написал лапой в воздухе несколько слов. «Ты тоже это понимаешь». Чутянь встретился взглядом со взглядом сверкающих глазок. «Это непростая миссия, но все в порядке. Я достаточно силен, чтобы оставаться в безопасности, поэтому просто узнаю, что же происходит на самом деле». Лисенок потер подбородок, как это обычно делал Чутянь. Кивнув, он снова спрятался. Настала ночь. Среди скал лежала небольшая долина. Рельеф был неровным и очень затененным, что затрудняло атаку. Это была гора Черного ветра. Если бы армия Желтого каменного города напала первой, то понесла бы очень большие потери. Так что лучшим вариантом было тайно отправить нескольких культиваторов, которые убьют лидера бандитов и посеют среди них хаос. В этот момент армия воспользовалась бы слабостью и пошла на штурм. Янь Цзюнь осмотрел местность и сказал: «Перед нами деревня бандитов. Давайте подумаем, как пробраться туда. Помните, что мы не должны никого потревожить, парни, каждые 15 минут проходит патруль. Разберитесь с ними и будьте осторожны, никто ничего не должен видеть». Есть. 4 фигуры подскочили. Культиваторы пробужденной души разделились на группы по 2 человека. Одна отправилась направо, а вторая налево. Чутянь смотрел вдаль. Везде стояла тишина, не горело ни одного фонаря. Все скрывал странный туман, который вызывал непонятные чувства. Лисенок дважды зашипел, словно предупреждая Чутяня. Чутянь вытащил трупный дан, скормил его лисенку и погладил его по голове. «Успокойся, все в порядке». Остальные расселись вокруг небольшого холма, ожидая подходящего момента. Разве это не странно? Фан Хань первым нарушил молчание. Откуда взялись эти бандиты? В этой деревне так много бандитов, неужели местные жители ничего о них не знают? Добавил Хуан Хао Хань. Уверен, здесь что-то не так, Линь Му кивнул. Он был командиром отряда наемников. Он был известен своей смелостью и властным характером. Чего вы боитесь? Больше 10 культиваторов пробужденной души. Даже если враг обнаружит нас, им будет трудно с нами справиться. Мы будем сражаться. Раз мы уже взяли деньги, нам нужно довести миссию до конца. Фан Хань и Хуан Хао Хань переглянулись и кивнули. Чутянь наблюдал за 3 молодыми наемниками и качал головой. В них было слишком много энергии и недостаточно осторожности. Наемник всегда танцевал на лезвии ножа, сталкиваясь с серьезными рисками. Если он был опрометчивым, то даже сила не помогла бы ему остаться в живых. Примерно 10 минут спустя вернулись культиваторы пробужденной души. Их тело окутывала энергия. «Мы разобрались. Вы хорошо поработали». Янь Цзюнь плавно махнул рукой и тихо сказал: «Похоже, у бандитов Черного ветра сейчас праздник. Это хороший шанс, мы выступаем». Кажется,
Он четко представлял ситуацию. Его приказы вселили в остальных уверенность. Ни о чем не беспокоясь, фигуры, одетые в черное, рванулись вперед, словно молнии. Они молча двинулись в сторону крепости Черного Ветра. В итоге, никого не потревожив, они плавно вторглись в крепость Черного Ветра. Глава 109. Ловушка. Местность в глубине гор была очень запутанной. Окрестности были покрыты большими камнями, идеально подходящими для размещения часовых, что, конечно же, лишало их шанса незаметно проникнуть внутрь. Какое счастье, что все здесь были культиваторами пробужденной души. Они ощущали каждое незначительное движение, они слышали даже слабое дыхание. Линь Му и Фань Хань расправились с небольшим патрульным отрядом. Они спрятали трупы за камнями и сняли с них одежду. Одевайте одежду бандитов. Так нам будет легче попасть внутрь. В крепости Черного Ветра больше 1000 бандитов, и каждый из них хорошо обучен, поэтому если мы выдадим себя, то попадем в беду. Мы должны привлекать как можно меньше внимания, отряд переоделся в одежду бандитов из крепости Черного Ветра. С такой маскировкой передвигаться по черной деревне было гораздо легче. Очень хорошо. Все шло гладко. Приблизившись к центру лагеря, они немного расслабились. Теперь им нужно было лишь ввергнуть бандитов в хаос, и тогда нападут войска мэра и решат все одним ударом. Линь Му вопросительно посмотрел на Янь Цзюня и спросил: «Итак, мы нападаем сейчас?» Все были в боевой готовности. 10 культиваторов пробужденной души было более чем достаточно, чтобы перевернуть все вверх дном. Мэр приказал убить лидера бандитов, если позволит ситуация. Раз мы смогли проникнуть, то вместо прямой атаки лучше испробовать скрытую атаку чего или кого. Линь Су, Фань Хань и Хуан Хао Хань переглянулись. Ладно, мы убьем лидера. Раз они уже все решили, у других культиваторов возражений не нашлось. В это время культиваторы спрыгнули с наблюдательных точек. Я рассмотрел расположение палаток в центре. Раз у нас есть цель, то давайте приступим. У всех во взглядах мелькнуло волнение. Миссия казалась довольно простой. Если 10 культиваторов пробужденной души тайно убьют лидера бандитов, а затем подожгут лагерь, это вызовет среди бандитов хаос. Подождите минуту. Когда все были готовы сделать первый шаг, раздался голос. Все посмотрели на обычного юношу. Этот был последний человек, которого нанял мэр. С самого начала он ничего не говорил, поэтому все о нем забыли. Здесь что-то не так, прищурился Чутянь, глядя на палатки. Он напомнил им: полагаю, нам не нужно действовать необдуманно. Если боишься, то можешь отойти в сторону. Верно, пойдемте. Такой шанс получить дополнительную награду, а Чутянь останавливает их. Конечно же, люди стали недовольными, а их слова — язвительными. Янь Цзюнь нахмурил брови и сказал: нас больше 10 человек, а нападаем мы втайне. Чего мы можем бояться? Даже если лидер бандитов силен, у нас будет шанс отступить. Чутянь пожал плечами. Думаю, лучше останусь тут в качестве поддержки. Передаю основные обязанности вам, парни. Если что-то случится, я смогу хотя бы немного помочь. Янь Цзюнь был очень недоволен. Ты, Янь Цзюнь, у нас нет на это времени. По пути сюда мы убили нескольких человек, и уже скоро тело найдут. Линь Му посмотрел на Чутяня, в его взгляде было презрение. Мы позволяем тебе остаться здесь, что помочь нам. Фань Хань сказал: верно, у нас нет времени. Нахмурившись, Янь Цзюнь несколько секунд размышлял. Он фыркнул: хорошо. Вперед. Можешь оставаться здесь, жалкий трус. Ты действительно отброс. Как мэр мог нанять такого человека? Чутянь остался один. Все двинулись вперед и вошли в лагерь. Они медленно окружили главную палатку. Все стражники сохраняли безмолвие. Наконец, больше 10 культиваторов приблизились к главной палатке. Янь Цзюнь начал отдавать сигналы. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед! Культиваторы пробужденной души атаковали одновременно. Ледяное жало. Вокруг Фань Ханя начал появляться лед, пока он не превратился в ледяного человека ростом в несколько метров. Он ударил ладонями по земле, и из земли выскочили несколько огромных ледяных конусов, которые заморозили главную палатку. Линь Му призвал свой духовный источник. Это была 10-метровая ива, которая пустила корни в землю. Линь Му окружила зеленая духовная энергия, и он выстрелил. Из-под земли полезли сотни ив. Они, словно стрелы, проникли сквозь лед и со всех сторон врезались в палатку. Умри. Хуан Хао Янь высоко подпрыгнул и призвал огромный духовный источник. Он был похож на веер из листьев.
Хуан Хаохань ударил воздух ладонями, и веер рванулся вперед. Он снес весь лед. В земле образовалась гигантская яма. Духовные источники, ледяной гигант, чудовищная ива и огромный веер. 3 молодых наемника обладали такой силой, которую уважали все остальные. Остальные культиваторы активировали свои навыки, и на палатку рухнуло изобилие всевозможных мощных атак. Главная палатка превратилась в клочья, а на ее месте осталась лишь яма. Линь Му, улыбнувшись, уставился на яму. Даже если бы он был экспертом 3-го уровня пробужденной души, он, несомненно, погиб бы под натиском наших атак. Давайте проверим. Фань Хань и Хуан Хаохань быстро побежали на разведку. Линь Му с тревогой спросил: «Ну и как?» «Плохи дела. Мы попали в ловушку. Здесь никого нет». Хуан Хаохань смотрел на огромную яму, а на его лице виднелась паника. Линь Му был потрясен до глубины души. «Генерал», он обернулся, чтобы посмотреть на Янь Цзюня, но Янь Цзюнь уже исчез. Лишь теперь они заметили, что что-то не так. Разве генерал Янь не стоял только что здесь? Скверно. У нас проблемы. Надо отступать. Все поняли, что они в опасности, и им пришлось немедленно отступить. Кто бы мог подумать, что они не успеют даже повернуться, а под ними появится гигантский источник энергии. Они чувствовали, как ослабевают их духовные источники. Это запретный массив. Беда. У меня высасывают духовную энергию. Когда из палаток вокруг вышли 100 человек в черном и с длинными мечами, у всех на лицах отразился испуг. Вероятно, они ждали, пока наемники попадут в ловушку. Это была ловушка. Линь Му, заметив лидера людей в черном, не смог сдержать гнева. Он сердито крикнул: «Янь Цзюнь! Ты предал нас!» Ха! Вдалеке раздался дикий смех, и показалась фигура Янь Цзюня. На его лице было зловещее выражение, словно он превратился в другого человека. Дьявольски усмехнувшись, он сказал: «Должно быть, вы реагируете слишком медленно». Глаза Фань Ханя пробежали по людям в черном, а затем он снова посмотрел на Янь Цзюня. На его лице было неверие. Ты лидер крепости Черного ветра». Янь Цзюнь рассмеялся и сказал: «Неверно. Я его заместитель». Заместитель? Тогда лидером был, перед ними вспыхнула мощная аура. Старик, одетый в черное, окруженный черной аурой, медленно шел вперед. Его фигура была низкой и худой, а в руке он держал трость. «Мэр, это вы». Все наемники были поражены. Что же произошло? Мэр Желтого каменного города Янь Уян и генерал Янь Цзюнь были лидерами бандитов. Зачем они так поступили? Почему он нанял экспертов, чтоб те напали на их людей? Неужели ему было так скучно? Янь Уян сердито посмотрел на отряд. Его взгляд заколебался, и он холодно спросил: «Почему одного не хватает? Здесь нет Луженя. Как ты это допустил? Быстро веди его сюда. Сегодня мы не можем никого оставлять в живых». Успокойся, он всего лишь культиватор, недавно прорвавшийся на уровень пробужденной души, он не может быть угрозой. Я легко поймаю его. Я верну его. Янь Цзюнь сложил ладони и, развернувшись, ушел. Линь Му сожалел, что не прислушался к предупреждению Чутеня. Но он не мог понять, почему мэр так поступил. Янь Уян был мэром, он управлял городом, в котором проживало больше 1 миллиона человек. Эта должность была весьма престижной, и зачем ему грабить купеческие караваны? Если бы это вскрылось, его бы ждали позор и смерть, поэтому что немало караванов, ограбленных Янь Уяном, принадлежали крупным семьям центрального государства. Некоторые принадлежали даже 4 великим семьям. Этого было достаточно, чтобы погубить всю семью Янь Уяна. Это было очень запутанное дело. Если бандиты Черного ветра подчинялись мэру Желтого каменного города, то зачем он приложил столько усилий, чтобы нанять экспертов? Зачем ему нужно было нанимать их, чтобы потом заманить в ловушку? У него не было никаких конфликтов с бандитами, а недовольства уж тем более не было. Каковы были его мотивы? «Зачем ты это делаешь, Янь Уян?» Линь Му не знал, почему ему так не повезло. Он впервые пошел на серьезную миссию, а его предал его же наниматель. Янь Уян холодно посмотрел на пленников. «Вам не нужно этого знать. Вам нужно знать только одно. Сегодня вы должны умереть, вы станете последним этапом жертвоприношения. Теперь у нас есть души культиваторов пробужденной души. Итак, вы умрете здесь, и это честь для вас. Да пошел ты. Попытайтесь сбежать». Янь Уян презрительно сказал: «Хотите сбежать? Вы завязли в этом массиве, и ваша духовная энергия иссякла, вы даже не можете призвать духовные источники.
Почему вы думаете, что можете сбежать? Убить. Линь Му и Фань Хань повели культиваторов пробужденной души в атаку. Хотя огромный массив поглотил их духовную энергию, у них все еще оставалась боевая сила. Противники схлестнулись, и они принялись расправляться с людьми в черном. Возьмите их живыми. Взмахнул рукой Янь Уян, и бесчисленная толпа людей рванулась вперед, словно волчья стая. Взревев, Линь Му крикнул Янь Уяну: «Смерть бандитам!» «Вы переоцениваете себя!» Фыркнул Янь Уян, и из его тела вырвался черный туман. Словно возле него появился злобный демон, который высвободил жажду убийства и набросился на Линь Му. «Это демоническое искусство!» Вскричал Линь Му и потерял сознание. Глава 110. Демоническое небесное искусство. Чу Тянь с первого взгляда заметил ненормальность лагеря. На самом деле, он заметил это гораздо раньше. Когда Чу Тянь впервые увидел Янь Уяна во дворце мэра, он ощутил слабую демоническую ци, которая окружала его тело. Вероятно, дело было в том, что он практиковал демоническое искусство. При обычных обстоятельствах Чу Тяня это не беспокоило бы, но он помнил, как Цзинху описывал лидера бандитов, и понимал, что все не так просто, как кажется. Демоническое искусство. Но что такое демоническое искусство? Демоническое искусство было культивационной техникой, при которой использовались весьма кровавые материалы, например, эссенция крови или душа. Культивирование демонического искусства делало человека неподвластным логике. По мере углубления в технику, люди становились более кровожадными и теряли над собой контроль, поскольку становились одержимыми опасностью. Поэтому мало кто практиковал демонические искусства, хотя они были сильными. Среди загадочных бандитов был человек, практикующий демоническое искусство, а мэр Желтого каменного города тоже практиковал демоническое искусство. Могло ли это быть совпадением? Не зная, как связаны эти люди, принять решение было трудно. Войдя в крепость Черного ветра, Чу Тянь изучил лагерь и обнаружил, что он одна большая ловушка. Неудивительно, что Янь Уяну были нужны лишь культиваторы. Неудивительно, что Янь Уяну нужны были лишь молодые наемники без покровителей. Если такие люди пропадут без вести, никто не будет беспокоиться. Чу Тянь разгадал трюк Янь Уяна. Он знал, что даже если скажет об этом Линь Му, все будут лишь издеваться над ним. У него не было другого выхода, кроме как отступить. Активирован большой массив. Им действительно чертовски не повезло. Чу Тянь издалека ощутил вибрацию. Там должно было начаться сражение. Массив подавил боевую силу Линь Му и остальных, они не могли выбраться из ловушки. Теперь у них были проблемы. Чу Тяню было все равно, выживут они или умрут. Кто приказывал этим идиотам не слушать его? Чу Тянь мог просто уйти, но проблема была в том, что товар торгового чуда до сих пор находился в руках бандитов. Если он уйдет, то как быть с травой адского пламени, демоническими насекомыми и электромагнитными кристаллами, которые стоили больше миллиона золотых монет, 1-2 миллиона золотых монет ничего не значили. Проблема была в том, что трава адского пламени и демонические насекомые были редкими материалами. Даже каналы связи Тянь-Чэнь Коммерс не могли помочь быстро получить новую партию. Если отложить это на 10 дней, то серьезно повлияет на торговое чудо. Время, деньги. Чу Тянь нерешительно стоял возле крепости Черного ветра. Ха! Наконец-то я нашел тебя. В ночной темноте ужасающей духовной атакой вспыхнула аура. На губах Чу Тяня показалась холодная улыбка. Его правая рука двинулась. Обнажилось лезвие адского меча. Острие меча ослепительно светилось, прорезая темноту, оставляя яркий багровый свет. Черную фигуру отбросило на несколько метров. Меч Янь Цзюня раскололся пополам, на его лице было шокированное выражение. «Мое оружие — высококлассное духовное оружие. Это мощный меч». Адский меч сиял под лунным светом, как осколок льда, которому было уже 10 тысяч лет. Он не изменился, он даже не был поврежден. Чу Тянь был одет в простую синюю мантию. Держа меч в правой руке, он указывал им на землю. Его глаза сияли, как вода. Оглянувшись, он улыбнулся и сказал: «Это не очень-то умно преследовать меня в одиночку». Ха! Взорвался хохотом Янь Цзюнь, его глаза покраснели. Тело покрылось демонической ци. Думаешь, что можешь победить меня этим божественным оружием? Я покажу тебе, насколько глупа эта идея. Духовная энергия Янь Цзюня превратилась в гигантскую зеленую обезьяну. Его духовной энергии стало больше, а сила увеличилась. Мышцы раздувались, его тело становилось больше. Четырехрукая обезьяна была очень сильным духовным зверем. Этот четырехрукий дух обладал невероятной силой.
Его тело было твердым, как алмаз, а сам он обитал в опасном месте. Четырехрукая обезьяна представляла собой особенного духовного зверя, который мог практиковать человеческие методы культивации. Духовным источником Янь-Цзюня была четырехрукая обезьяна. Мало того, что она усиливала его атаку и оборону, она также помогала ему быстрее постигать культивационные техники. Поэтому его боевой потенциал был довольно сильным. Чутянь уставился на четырехрукую обезьяну и слегка нахмурил брови. Хотя я не знаю, какое демоническое искусство ты практикуешь, но должен сказать, что ты делаешь это неправильно. Оно мгновенно увеличивает твою силу и скорость, но разрушает твой потенциал. Тебя используют. Ха. Думаешь, я тебе поверю? Умри от моей руки. Кулак Янь-Цзюня покрылся черной ци, став совсем черным. Словно его кулак обволокло свирепое привидение. Воющий призрачный кулак. Внезапно вперед выстрелила дикая энергия, Чутянь взмахнул мечом, чтобы заблокировать силу кулака, но его дикая мощь катилась вперед, словно большой камень, падающий с водопада. Землю откинуло на несколько метров, и в земле появилась огромная яма. Этот меч может поглощать мою силу. В этой атаке Янь-Цзюнь использовал все свои силы. Его духовное оружие сломалось, но меч Чутяня не только блокировал его атаку, но и впитал большую часть его силы. Энергия исчезла в теле Чутяня, и у Янь-Цзюня осталось совсем немного. Такой была сила адского меча. Адский меч был не только холодным оружием, но и сильным инструментом обороны. Чутянь громко зарычал: «Меч!». У него за спиной показался демонический меч, а адский меч покрылся духовной энергией. Свет вокруг него стал ярче, а сила меча увеличилась в несколько раз. Эта ужасающая сила заставила Янь-Цзюня отступить. Его начал поглощать навязчивый страх. Такой сильный духовный источник, этот меч был сильнее любого другого меча, который он видел. Его можно было сопоставить с легендарным духовным источником божественного уровня. Такой духовный источник позволял сражаться с кем угодно. Очень опасный меч, очень опасный духовный источник. Даже если этот человек не культивировал высшие техники, его нельзя было недооценивать. Лицо Янь-Цзюня помрачнело. «Кажется, у тебя есть некоторые навыки, но они не помогут тебе одолеть небесное демоническое искусство, которому меня научил мудрец». Небесное демоническое искусство. Чутянь покачал головой. Что за чепуха? Не трать мое время. Давай уже сражаться. Я покажу тебе силу моего небесного демонического искусства. Янь-Цзюнь поднял руки, и выражение его лица стало невероятно свирепым. Его кожа покрылась темными полосами. Наконец они покраснели, покрыв его тело, словно татуировка. Лицо Чутяня помрачнело. У него стало минимум в 2 раза больше духовной энергии. Эффект усиления действительно такой мощный. Тело Янь-Цзюня было покрыто древними багровыми рунами, он напоминал ужасающий тотем. Его кожа потемнела, а его самого окружала демоническая ци, вызывающая очень странные чувства. На плече Чутяня сидел лисенок. Он качал пушистым белым хвостом, а яркие глазки презрительно блестели. Пришло время умирать. Рванулся вперед Янь-Цзюнь и тут же исчез. На самом деле он не исчезал. Точнее, он двигался с такой скоростью, что его не было видно. Как быстро, Чутянь не успел моргнуть, а Янь-Цзюнь уже оказался у него за спиной. Его ладонь, как стальное лезвие, попыталась проткнуть тело Чутяня. В этот решающий миг лисенок повел носом, и произошло нечто странное. Демоническая ци, окружающая Янь-Цзюня, покинула его тело и исчезла в ноздрях лисенка. Янь-Цзюнь был потрясен. Этот зверек размером с кулак казался обычным, поэтому он не обратил на него никакого внимания. Он и представить не мог, что у этого зверька окажутся такие способности. Стеклянное тело Чутяня мгновенно покрылось стеклом из звездного света. Янь-Цзюнь взмахнул рукой, раздался громкий звук. На стекле появилось множество трещин, но оно выдержало атаку. Ужасающая сила отскочила. Рука Янь-Цзюня сломалась в нескольких местах. Жалобно вскрикнув, он взлетел в воздух, а затем упал на землю. «Кажется, тебя можно применять». Чутянь нежно взглянул на лисенка. Он действительно недооценил своего противника. Эта древняя культивационная техника оказалась довольно сильной. Небесное демоническое искусство оказалось сильнее, чем он представлял. Если бы лисенок не поглотил большую часть демонической ци Янь-Цзюня, то Чутянь, конечно же, не умер бы от одного удара, но получил бы тяжелые ранения. Лисенок чихнул и встал на задние лапки. Он сложил передние лапки, словно человек, и презрительный взгляд наполнился гордостью. Вот и награда. Чутянь достал сердце трупа
и лисенок тут же радостно схватил его и принялся грызть. Янь Цзюнь лежал на земле. Он потерял всю боевую мощь, он панически говорил: что это за техника? Она действительно может противостоять небесному демоническому искусству. Янь Цзюнь понимал, насколько сильной была его атака. Даже если этот загадочный зверек впитал половину его демонической ци, у него оставалась хотя бы половина от первоначальной силы. Эту атаку было трудно блокировать даже культиваторам того же уровня. А этот человек лишь недавно прорвался на уровень пробужденной души. А он не только блокировал его атаку, но и тяжело ранил его, отразив энергию. Его духовным источником явно был меч. Такой духовный источник был источником атаки, он не обеспечивал никакой защиты. Это было возможно лишь в том случае, если он культивировал какую-то защитную технику и достиг в этой области больших успехов. Откуда Янь Цзюнь мог знать, что Чутянь практиковал бессмертное звездное тело? Небесное демоническое искусство. Несмотря на то, что оно обладает такой силой, оно вредит потенциалу человека. Оно не поможет достичь вершин культивации. Замолчав, он взмахнул мечом, и по земле покатилась голова. Янь Цзюня убили. Чутянь посмотрел на крепость Черного ветра и пробормотал: где они изучили это древнее демоническое искусство? Где они пережили такой опыт? Ситуация становится интересной. Должно быть, бандиты внутри крепости Черного ветра — это элита войск Желтого каменного города. Если я войду внутрь, это будет самоубийством. Лисенок, оторвавшийся от половины сердца, указал в темноту. Ты хочешь, чтоб я пошел туда? Лисенок кивнул, и Чутянь последовал его указаниям. Избежав патрулей, вскоре он покинул глубокую долину и приблизился к большой пещере. Перед пещерой стояли несколько бандитов в черном. Из пещеры тянулась плотная демоническая ци и медленно поднималась к небу. Интуиция подсказала Чутяню, эта таинственная темная пещера имеет отношение к этим людям. Когда Чутянь уже был готов войти, вдалеке раздался шум, и он быстро скрыл свою ауру. Янь Уян шел, а за ним следовали раненые пленники. Группа, окруженная стражниками в черном, медленно приближалась. Их всех схватили. «Входите». Янь Уян силой завел Линь Му и остальных в логово темного демона.